Всем доброго утра. Поскольку сейчас раннее утро. Итак, дорогие друзья, вопрос, который мучил человечество много тысячелетий подряд. Вопрос, который вы задавали своим родителям, потом друзьям, потом окружению. С того самого дня, как только осознали себя как личность, как человек, начали понимать окружающий мир, и осознавать, что вы часть этого мира. И этот вопрос был следующий. А Бог существует? Я задавала этот вопрос своему двоюродному брату, по-моему, когда мне было 5 лет. Ну, насколько я себя помню. Я говорила, скажи мне, а Бог существует? И он мне говорил так, то есть отвечал таким образом. Для тех, кто верит, он существует, для тех, кто не верит, он не существует. Я говорила, а на самом деле он есть? Он опять. Вот если ты веришь в него, он есть. Если не веришь в него, его нету. Ну как так может быть? Ну, я могу верить, могу не верить, а он сам на самом деле есть или нету его? И он все время уклонялся от этого ответа и как бы не давал внятный ответ. Человек всю жизнь в поиске Бога. И как бы человек ни говорил, верит он или не верит он, каждый человек верит в высшую силу, только не знает, как это объяснить, не умеет, не понимает, но пытается себе это объяснить всю свою жизнь. Человек находит себя в профессии в поисках Бога. Человек находит любовь, когда он ищет Бога. Во всем, в чем мы пытаемся найти себя, мы ищем вначале Бога. Мы говорим, у тебя нет Бога, ты безбожник, у тебя нет Бога в душе. Мы упрекаем человека словами «не боишься Бога», «побойся Бога», «Бог свидетель», «клянусь Богом», «да чтобы Бог меня наказал», или «пусть тебя Бог благословит», «дай тебе Бог здоровья». Во всем всегда присутствует Бог. Слово. Самый заядлый аферист, который... Мне этот долбанный нос начинается прям как эфир начну. До этого спокойно, а как начинаю... Да, извиняюсь. Самый заядлый атеист, который, казалось бы, не верит ни во что, в страшный момент своей жизни кричит: «Боже мой!» или «Помоги мне кто-нибудь!» или «Спасите меня!» Он к кому-то обращается. На земле нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не сталкивался с потусторонним, хотя бы раз не слышал какие-то голоса, хоть раз не видел что-либо, не боялся, хоть раз не проснулся от паралича во сне, это называется сонный паралич, хотя бы раз не увидел вещий сон, хотя бы раз не предчувствовал что-либо, и хотя бы раз в жизни не сталкивался с тем, что некая сила спасла ему жизнь. И тогда он говорит: меня Бог спас, или Бог сберег, или Бог помог, и так далее. Так вот, дорогие друзья, человечество находится в поисках Бога. И есть ли этот Бог, и кто он на самом деле? Давайте с вами обсудим. Почему-то считается, что ведьмы – это те люди, которые абсолютные безбожники, носители зла, они отрицают Бога, они ведут такую пропаганду безбожности, грязи, аморальности, дети сатаны, дочери сатаны, не люди, в общем,
нечисть, богомерзкие существа и так далее. Все, что угодно сказано о ведьмах. И самое главное, послушайте, уважаемые Гальсарья, вы не потрудитесь ли случайно прочитать хотя бы название прямого эфира, прежде чем задавать эту непонятно что? Так вот, почему-то считается, что ведьмы это неверующие люди, абсолютно безбожники и отрицающие Бога. Но самое интересное, что самые верующие на земле люди это ведьмы, потому что в отличие от вас, ведьмы все время видят потусторонний мир. Они столько раз в своей жизни сталкивались с потусторонним, они столько раз видели, как их работа приносит результат, они столько видели ими спасенных жизней или наказанных судеб, что как раз ведьмы верят более, чем вы все вместе взятые, скажем так, в существование высшего я, в существование некой силы, потому что, повторяюсь, потому как ведьмы чаще всех вас, и особенно простых людей, сталкиваются с потусторонним миром. Дорогие друзья, когда на твоих глазах передвигаются предметы, когда тебя зовут, когда ты видишь судьбы людей, и это действительно совпадает, когда ты снимаешь порчу с человека, и человек оживает, когда ты снимаешь, скажем, наведенную смерть, и человек живет дальше, когда ты наказываешь человека, человек разбивается и так далее, ты начинаешь понимать, что на самом деле потусторонний мир и мир духов существует, и он тебя слышит и помогает. Следовательно, если есть мир духов, значит, кто-то этот мир духов создал. Если кто-то этот мир духов создал, значит, кто-то этим миром духов руководит, а значит, дает волю вам, то есть делать то, что вы делаете, да, то есть это касается людей силы. Все священные книги, если вы еще раз напишите не по теме, я вас заблокирую. Все, больше повторяться не будем. Итак, много есть опровержений, много есть фактов различных, но самое интересное, что все священные книги, написанные людьми, то есть священные книги религии мира, во многом сходятся. Это говорит о первоисточнике. Первоисточник — вавилонские книги, которые на самом деле стали основой Библии, дорогие друзья. Если мы вспомним историю еврейского народа, она была гонима. Единственным большим плюсом у этого народа перед своими врагами было то, что образование у евреев было на высшем уровне для того времени. У евреев были письмена. И если у евреев были письмена, давайте сейчас не будете тупыми этими всякими замечаниями мне мешать, хорошо? Не надо мешать мне вести прямой эфир. Общайтесь между собой. Значит, у евреев была возможность взять, заимствовать очень много из разных исторических источников. Ничего здесь предрассудительного не вижу. Это нормально, это исторический процесс. Заимствовать нечто более красивое, сильное, умное, взять за основу своего рассказа, своих книг. Именно поэтому очень многие выражения, которые есть в Библии, встречаются и в вавилонских книгах богов, и в египетских книгах богов, в египетской книге мертвых. Книга мертвых — это не значит, что о мертвых там сказано. Там сказано о загробном мире, о том, как человека там встречают, по каким поступкам его будут судить и так далее. Именно поэтому называется книга мертвых. Так вот, из этих книг очень многое взято, которое вначале было внедрено в Библию, потом в Коран,
потом в житие святых, в их рассуждения, скажем, те же самые рассуждения шиитских или суннитских сподвижников, да, то есть люди, которые изначально берут за основу религию и дальше уже свои рассуждения, свои мудрости пишут, то, что они наблюдали, то есть далее развивают религию по разным направлениям. В мире есть 3 монотеистические религии. Монотеизм это означает единобожие, поклоняющийся единому Богу, как считается. Это иудаизм, и на почве возникшее христианство, и на почве христианства и иудаизма возникший ислам. Считается, что вначале значит, пришли пророки Ветхого Завета, да, ветхозаветные пророки. Их люди не приняли, не поняли, не осознали и так далее. После, значит, Бог отправляет сына своего, его тоже распяли, не услышали. Потом приходит Мухаммед, и его считают последним пророком, последним сподвижником, который, опять же, пришел в миру напомнить о том, что существует Бог. Однако, дорогие друзья, есть очень много противоречий, я об этом рассказывала, и у меня очень много тем про это снято. Мы сейчас с вами не будем говорить о Боге иудеев, мы сейчас с вами не будем говорить о Боге христиан, мы не будем с вами сейчас говорить о Боге мусульман. Мы будем говорить с вами о Боге Верховном, начале начал, Создателе мира, людей. О нем сказано во всех этих писаниях и книгах, даже если оно перевернуто. Например, в Библии есть такие слова. Я считаю, что Библия и Коран, они все-таки философские книги, в них очень много мудрости. Почему? Потому что они взяты из более древних источников, понимаете? Они сами по себе не сочинены, не созданы. Очень многое там взято из более древних источников про самого-самого начального, изначального Бога. И если эти книги изучить, например, то между строк вырисовывается истинный портрет истинного Создателя, а не того, которого создали религии. Как бы они ни хотели маскировать, но между строк просто просвечивается его настоящий образ. В Библии есть такая фраза: «И лист с дерева не упадет без его воли на земле». Эта фраза встречается в египетской книге мертвых. Там сказано, что Бог посылает в этот мир людей абсолютно чистыми. Мы говорим генетика, мы говорим различные факторы, которые влияют на человеческий характер. Но там сказано, Бог посылает в этот мир человека абсолютно чистым. То есть о чем можно задуматься, что родители, окружение, жизненные обстоятельства могут поменять человека в худшую сторону. Если даже у человека были склонности нездоровые, нехорошие, их можно стереть, если вспомнить эту фразу. Он посылает человека на землю абсолютно чистым. Какой он будет, зависит от нас всех. От нашего отношения, от воспитания, от круга общения, от того, что он ест, что он пьет, понимаете? То есть он приходит в этот мир принимать эти дары. Как он это воспримет, очень многое зависит от родителей. Поэтому родители несут ответственность за свое чадо, поскольку они ей жизнь дали, и они формулируют вот эту личность. Значит, мы с вами творцы своего ребенка. Потому что каким мы захотим, такой он вырастет. Если мы будем каждый день его бить, пинать, он вырастет загнанным, агрессивным человеком. Если мы будем его чрезмерно расхваливать и давать ему в руки все, что он хочет, он вырастет избалованным, конченным мажором. Если мы хотим, чтобы наш ребенок был достойным человеком, мы должны уметь ограничивать и в эту сторону, и в ту. Не расхвалять до небес и не унижать его, наставлять, показывать правильную дорогу. То есть, дорогие друзья, о Верховном Боге
Я создавала и дарила вам многие ритуалы обращения к богам и, и так далее. Были несколько тем, где были обращения к верховному божеству в разных народах, этносах и культурах. В частности, я вам дала великий оберег своей прабабушки, где имена Бога нужно написать и носить с собой. Если помните, его имена, которые у разных народов существуют, эти все имена Бога носить с собой. С вами никогда ничего не случится. Даже если вы идете на казнь, с этим оберегом эту казнь отменят. Поверьте мне. Этих случаев было уйма, когда мне еще сколько лет, я сейчас не помню, по-моему, 17 или 18, когда еще Первую Чеченскую войну я дала одной женщине отправить с сыном. И она сказала, что ночью зашли, всех вырезали. Вот. Его почему-то посчитали мертвым. Он до утра лежал. Они проезжали, эти боевики рядом, ну еще Первую Чеченскую. Проезжали туда-сюда, его не заметили. А потом наши ребята его подобрали. Он, конечно, был в шоковом состоянии, лежал возле мертвых неподвижно, но он остался жив, и у него сейчас есть дети и семья. Вот этот оберег ему спас жизни. Да, да, вот этот оберег. И этот оберег, я говорила, напишите и дайте своим детям носить в школу. Можете просто ему засунуть туда, в такой кармашек его этих рюкзака, что он даже знать не будет. Дорогие друзья, почему люди хотят верить? Почему люди стремятся верить? Человек стремится к своему Создателю. Это нормально. Человек хочет знать, кто его создал, кто ему помогает, кто видит его хорошие и плохие поступки. Человек хочет справедливости. Если он был хорошим, он хочет, чтобы это заметили и похвалили. Мы старались в детстве, когда наши родители говорили: ой, молодец, какая умница, какая ты хорошая хозяйка, вот ты убралась, ты это сделала, умница ты моя. Мы хотели стараться больше, мы хотели, чтобы наши родители увидели хорошие наши поступки. И это нормально. Мы всегда стремимся, чтобы кто-то оценил наши хорошие поступки и, может быть, где-то поставил нас на место, привел в порядок, если мы неправильно делаем и сбились с пути. Так вот, точно так же, дорогие друзья, стремится человек, человеческое дитя ищет своего первого родителя до своих биологических родителей. В египетской книге мертвых сказано: не обижай сирот, убогих и несчастных, потому что у одиноких есть я, и я буду тебе очень жестоко мстить. Понимаете? Сейчас, секунду, я извиняюсь, поставлю там на зарядку, не забудь. Вдруг здесь не хватит, чтобы я могла довершить. Одну минуту. Который ищет меня, найдет меня всюду и везде. Ибо я многоликий, я везде и всюду. Я в тебе, я в мире, я в солнце, я в луне. Вот так говорит Бог человеку. То есть для того, чтобы найти Бога, не надо ехать в Африку, не надо лететь на Луну. Он везде и всюду. Он есть, он здесь с нами, внутри нас. Так вот, дорогие друзья, тот Бог первозданный, первородный, не имеет никакого отношения к религиям сегодняшним, потому что религии нацелены на материальность. А тому Богу материальное не интересно. Ему не нужны ваши жертвы, ни телесные, ни физические. Ему не нужны ваши храмы. Ему не нужны ваши алтари поклонения. Ему не нужны ваши ритуалы. Ему нужны ваше уважение, и это, скажем так, память о нем и почитание.
Он не требует невозможного человека. А современные религии построены на материальном благе. Построй храм, дай сюда, дай туда и так далее. Оно материально, это бизнес. А именно Бог, божество, изначально первоначальная сила, это Творец. А у меня есть книги с лекциями. В моих книгах есть мои лекции. Дорогие друзья, когда я вам говорю, что я человек нерелигиозный, не надо меня причислять к безбожникам. Религиозный человек и верующий разные вещи. Человек религиозный стремится к хорошему статусу в мире. Он хочет часто ходить в церковь, в мечеть, чтобы все видели, какой он верующий человек. Он делает благо для того, чтобы потом на том свете ему было райские сады и счастье. Кто-то там хочет дев каких-то заполучить, кто-то еще что-нибудь. Религиозный человек, шкуропоклонник, он делает это ради своей шкуры, ради того, чтобы потом получить блага там. То есть он дает кусок хлеба умирающим из голоду и сам думает, а мне за это зачтется, а мне райское место будет или не будет. Он религиозен для того, чтобы понравиться обществу, чтобы быть удобным обществу и приятным. А человек верующий, он никогда не думает о посулах. Он делает добро, не осознавая, не думая о том, получу ли я за это что-нибудь или нет. Он верует, он верит, что есть Бог, есть справедливость, что он делает правильно. Его моральные устои и закон его совести ему диктуют это делать. Понимаете? А религиозный человек, он пытается соответствовать канонам, законам религии ради чего-то. Ради того, чтобы его уважали, ради того, чтобы сказали, вот у них мать такая религиозная женщина, такие хорошие дочери, значит, из хорошей семьи придут и возьмут их замуж, да? Ради того, чтобы ее марку подняли, ради того, чтобы учить народ, мол, вот я мулла, такой мудрый человек, приходите ко мне. Многие священники и муллы – это в основном люди очень властолюбивые, очень любящие деньги, очень любящие командовать. Это люди, которые хотят, знаете, не имея особых навыков и знаний, кем-то быть. Вот как сейчас модно стало, например, кто-то хочет резко сразу прославиться, да, на весь мир. У него нет талантов, он не может ни петь, ни танцевать, ни рисовать, ничего не может он. Как прославиться в наше время? Сказать, я ведьма. И пойти на телевидение, и пойти на консилиумы, еще неважно, что у нее, то есть нету ни знаний, ни ума, ни силы, и видно, что это человек пустышка. Это не имеет никакого значения. Она сказала ведьма и прославилась. Вот это самый легкий путь, понимаете? То же самое у многих религиозных лидеров. Вот они сказали, что они, значит, вот он мулла или он там священник. И, естественно, к ним есть уважение. Как же, он же служитель Бога, раб Божий, скажем так, тот, который представитель Бога на земле, да, ему руку целуют. Батюшка, будьте добры, вот что скажете? На Западе говорят, святой отец. У армян говорят, отец господин Терхайр. У грузин говорят, отец мой. Значит, что еще? Почитаемый мулла, там, великоуважаемый и так далее. То есть он неприкосновенен, он становится некто, кто-то, кому приходит с поклоном, у кого спрашивают советы, у кого, да, кто может благословить или отпустить грехи, кто может наставлять на путь истины. Такие люди чувствуют себя кем-то, понимаете, они имеют вес, они такие все, знаешь ли, непростые люди и так далее. Так вот, о чем я хочу вам сказать, что в основном это люди, которые идут за властью, за возможностью командовать, за возможностью свои амбиции удовлетворить. То есть
вот я там важная персона, и ко мне приходят за советами, понимаете? Престижно быть верующим, модно быть верующим. Многие, надевая хиджаб и надевая длинные юбки, ведут такой аморальный образ жизни. Столько у них этих аккаунтов всяких, да, под разными именами в соцсетях. Многие меняют свою веру, чтобы мужчина на них женился. Я приняла веру ради него. Я вот приняла... То есть во всех случаях религия, религиозность сродни лицемерию, притворству. Это нужно, так надо. Если помните Кабаниху, да, из Островского, «Гроза», когда она сказала, э, сплетничала об этом человеке, о том человеке, разрушала жизнь своего сына Тихона, шпионила за невесткой, не давала выйти замуж свою дочку Варвару. И в итоге, что она говорила все время, наша кабаниха? «Пойду за вас, помолюся». И вот, значит, вальяжно вставала и шла молиться. «Пойду помолюся». Человек, который хочет молиться, он идет молиться, закрывается, и неинтересно, скажем так, э, знает, кто это, не знает. Но человек, который образ жизни ведет аморальный, но при всех говорит все время: «Пойду помолюся». О чем это говорит? Еще раз говорит о том, дорогие друзья, что быть верующим очень модно, очень престижно, очень принято, и это добавляет вес семье. Религиозным, то есть, извиняюсь, да? А теперь перейдем к вере. Вера. Что такое вера? Когда ты руку сунул в чужой карман, чтобы украсть деньги, и тут же думаешь, меня кто-то увидит и накажет. Когда ты садишься за компьютер и под профилем какой-нибудь там кукусик-бубусик пишешь людям гадости, понимаешь, что они, например, не знают, кто ты, не знают, что ты там, да, из себя представляешь, вообще кто ты есть. И вдруг при этом ты понимаешь, что а ведь там же увидели, наверху меня увидели. Да, люди не знают, кто я, но там наверху-то увидят, и ты прекращаешь это делать. Если ты видишь больного человека, мимо не проходишь, идешь помогать, звонишь в скорую, пытаешься ему помочь, при этом не думая о том, а что мне за это будет, а сколько мне дадут, а чего мне за это будет и так далее, ты человек верующий, не религиозный. Ты не носишь платок, ты не носишь длинные юбки, ты не бьешь поклонный, ты не делаешь намаз, ты день и ночь в церкви, в мечети не ночуешь, но ты верующий человек. Ты веришь, что есть сила, и она видит и хорошее, и плохое с твоей стороны. А если ты день и ночь бьешь поклонный в церкви, целуешь все иконы, лобызаешь, зажигаешь свечи, и если ты сутками сидишь в мечети, пытаясь показаться очень набожной, верующей, но при этом у тебя есть любовник, но при этом ты предаешь друга, но при этом ты делаешь из-под тишка гадости, но при этом ты завидуешь и ненавидишь, ты неверующий, ты просто религиозно, а точнее сказать, лицемерно. Да? Тебе надо показать, что ты религиозна. Так что, дорогие друзья, давайте для начала разделим верующих людей и религиозных. Это совершенно разные люди. Я не религиозный человек. Я не хожу в церковь, я не целую иконы, потому что я знаю истину. Человек, который узнал истину, во тьме ходить уже не может. Человек, который знает, что там нету абсолютно никакой силы, не может снова пойти к ним. Человек, который знает, что это искусственно создано, не будет кланяться. Но при этом я никому не мешаю и абсолютно не пропагандирую, чтобы они не шли. Пускай идут. Каждый человек сам для себя выбирает, быть верующим или религиозным. Понимаете? Религиозный человек будет смеяться или высмеивать или принижать того, кто, может быть, день и ночь курит,
материться, говорить, ой, как так можно, Господи помилуй, какие страшные вещи, как можно вот так вот материться, Господь Бог, Боженька же накажет. Но при этом, когда ночью ты постучишься к этому человеку, он двери тебе не откроет, если даже на улице 40 градусов мороза. А тот, который матерится и курит, откроет, угостит, позовет тебя, на следующий день даст денег, проводит до вокзала, купит тебе билет, отправит домой, если у тебя какое-то несчастье случилось. Потому что внутри него есть вера. Вера в то, что есть Бог, который все видит, все ценит и однажды вернет твоим детям. Дорогие друзья, кто тот самый Бог? У каждого народа он по-своему называется. Индусы называют его Вишну, что означает высший, высочайший, самый верхний Бог. Славяне его называли Перун. Говорят, что он, значит, метает гром и молнию. Греки называют его Зевс. Африканские народы называют его зомби, создатель. Второе его название Дамбала. Армяне его называют Арамаст, бог ариев или благородный бог. Второе его название Аствац, который, кстати, вошел и в христианство. Аствац делится на две части это слово. Означает «это дал он» или «все, что есть, дано им». У грузин гмерти, что в переводе означает «он единственный, единый», «эрти» – «один», «кме» или «ке» – это древний как бы артикул, соединяющий, что вместе означает «он есть один». Далее, значит, у народов, которые исповедуют буддизм, он есть высшее сознание, и он отправляет своих учителей сюда для того, чтобы они пришли и обучали народ. Он безликий Бог. Он не описывается никак, но он есть высшее я, то есть нечто высшее. У езидов он Яздан. Кстати, от его имени они себя и назвали Яздан. Изображали его в виде огромного огня, то есть энергии Вселенной. Он есть огонь. Солнце, его представитель, или солнце, когда восходит, езиды говорят, когда восходит солнце, Бог приветствует людей. И люди должны кланяться и благодарить за каждый день, который Он им дает. Вот отсюда слово намаз, намаха, что означает приветствие. Я приветствую, если уж так перевести. Люди склоняли голову, целовали землю, благодарили землю за все, что земля дарует им. Поднимали глаза к небу, благодарили небо за все, что небо спослало им. Потом поднимали руки вот таким образом, собирали энергию мировую, космическую, поворачивались в разные стороны света, и вот эту энергию, как бы этой энергией себя освещали, мазали себе в лицо. Вот таким образом, вот это вот символ намаза или намаха, что означает приветствие. У езидов намаха или намаз до сих пор существует. Это не исламская традиция, это восточная традиция. Далее. У каждого народа у него есть свое название. Но кто он есть? Что это за всемирная космическая энергия, которую мы до сих пор так и не познали, которую пытаются обрисовать и описать религии? Дорогие друзья, имеет ли он подобие, имеет ли он пол женский и мужской? Кто он есть? Нет. Он бесполый. Он и женщина, и мужчина. И в нем сочетаются эти два «я», потому что не мог он создать женщину, если бы сам не знал, что это такое. Он некая сущность, космическая энергия. Откуда он явился, мы не можем знать. Мы не сможем объяснить никогда, откуда явился Бог, кто создал Бога.
У меня тоже много раз были такие вопросы. А его кто создал? Его создал хаос, космос создал его, энергия, миллиарды лет. Из абсолютного ничто, из абсолютного хаоса, из этой черной тьмы вышла некая энергия. Эта массивная энергия начала крутиться, начала усиливаться и начала создавать вокруг себя все живое, что мы с вами видим. Это изначальное божество, это изначальная сила, мощь. И наш разум, он еще не развит до такой степени, чтобы мы могли понять, откуда Бог произошел. Потому что мы используем из 100% нашего мозга, дорогие друзья, всего 5-6%. Самые великие профессора, гении просто человечества могли использовать 15% своего мозга и не более того. Если бы мы могли пользоваться 100% своего мозга, мы бы, наверное, могли понять, как можно не стареть. Мы бы могли передавать друг другу мысли с помощью телепатии. Мы бы могли передвигаться, понимая, как мы можем залезть в какие воронки Вселенной и оказаться в одном месте и в другом месте. Именно потому, что мы не можем использовать 100% нашего мозга. Все, что вокруг нас происходит и необъяснимо, мы называем аномалией. Потому что мы не умеем, мы не знаем, как это объяснить. На самом деле аномального ничего нет во Вселенной. Просто мы еще не доросли, мы не знаем, что это. Было время, когда физика, химия считались колдовством, людей жгли, пока не поняли, что это всего лишь энергия, это всего лишь наука, это всего лишь наука о вещах, об их свойствах, наука о том, что есть, скажем, магнетизм Земли, притяжение, да, и это посчитали, значит, мы, что это наука. Было время, когда психология считалась шарлатанством, потому что, ну что такое сидеть с человеком, просто поговорить по душам, получить деньги. Пока не пришли к выводу, что психология – это наука, которая изучает душу человека, его эмоции, его, скажем так, внутренний мир, его страхи, фобии, что это реально существующие вещи, и это все изучается, на это можно влиять и препаратами, на это можно влиять и беседами. И вот психология перестала называться шарлатанством, психологию признали как истинно существующая наука. Сейчас мы дошли до того времени, когда многие люди, если спросить, скажут, магия – это шарлатанство, аферизм – это вообще несуществующие, недоказанные вещи, непонятно что. Однако каждый второй боится порчи и проклятия. Однако каждый второй, как только оказывается в трудной ситуации, бежит просить. Если вы еще раз будете здесь заказы раздавать, о чем мне рассказывать, я вас выкину. Каждый бежит, значит, узнавать, что у него, почему у него резкие такие падения в жизни случились, да. Значит, в глубине души люди боятся. В глубине души они верят, что это существует. И это отрицание не что иное, как способ обороны такой. Знаете, не верю, не вижу, значит, этого нет. Придет момент, когда окажется, что магия тоже наука, что это какая-то манипуляция энергиями. Мы иногда видим, дорогие друзья, человека. Силуэт человека может пройти мимо нас. Такие моменты были у каждого, когда дома вы сидите, пьете чай или что-то пишете, или смотрите фильм, и вдруг вам кажется, что посреди комнаты кто-то прошел. Вот просто человек прошел посреди вашей комнаты. И вы просто в ужасе встаете, начинаете искать дома, кто, что, проверяете замки, вроде никто не открыл, ничего. А что случилось вообще? Кто прошел? Объяснение уйма. Первое. Духи. Вот дух прошел. Демоны. Дух мертвого. Но есть еще другое объяснение. Научное объяснение этому. В мире существуют воронки. У вас никогда не было ощущения, когда вы едете домой, в автобусе или в машине. Вот резко посмотрели с окна, и у вас такое ощущение, что вы не в другом районе,
Что-то здесь незнакомое. Это что за местности такие? Это что за картины? Что-то я не узнаю наш район. Доли секунды. А потом опять смотрите, да нет, все нормально. Вроде все на месте, мы там же. А что это было вообще? Временная воронка. Это временная воронка. Многие люди пропадают в этих временных воронках. Потом они находятся через много лет они находятся. И говорят, что, ну, они вот не помнят, где были, что было. Их приписывают к сумасшедшим, мол, вот много лет потерял память, не помнит, теперь очухался. Врачи не будут с ним особо биться, врачи не будут тратить свое время, нервы, чтобы понять, что это было, как это, объяснить им это неинтересно. Они просто напишут для легкости своей. Ну вот человек нашелся, потерял память, ничего не помнит. Вот он 5 лет где-то был, не помнит, ничего не знает, может, в рабстве был, может, его избили, все. Иди домой, и ты уже всех узнал, до свидания. А на самом деле человек просто попал во временную воронку. Я вам уже говорила, что в одном измерении много измерений. Вы сидите в своем доме, но параллельно с вами на этом месте стоит огромный особняк, там, где ваше здание. И там живут люди. Они в своем времени живут. Они в других измерениях живут. Понимаете? В противоположных измерениях живут, в параллельных мирах. И они живут вместе с вами на одной территории. Вот один из них прошелся. И так прошелся, что вы почувствовали его присутствие первый раз или второй раз. Либо человек в Мексике прошел по временным воронкам, не туда. И он прошелся по этой воронке прямо рядом с тобой. Ты подумала, что это призрак, а это живой человек, который в Мексике пошел в туалет в своем доме и прошел через эту временную воронку. На одном измерении ты с ним находишься в этом мире, понимаешь? Он не понял ничего, у него голова закружилась, что-то он потерялся на секунду, потом понял, вот все, дома все нормально. А ты подумала, что это привидение. Точно так же очень может быть, что тебя многие люди видели в своих домах, как ты проходила мимо, они пугались, кричали, думая, что ты привидение, а ты в своем доме пошел на кухню пить чай. Понимаете, дорогие друзья? Проходишь до кухни, а тебе что-то плохо стало, что ты потерялся в пространстве, что-то перед глазами потемнело, ну, нехорошо. Все, секунда, и все прошло, и ты пошел дальше. Но кто-то в Аргентине, например, тебя увидел, испугался, понимаешь, и подумал, что ты привидение. Объяснить ученый начинает это объяснять. Это говорит о том, что это реально существующие вещи, на которые мы просто внимания не обращаем, либо считаем, что это мифы, легенды, какие-то рассказы, вообще несерьезно. А на самом деле это более чем серьезно. Дорогие друзья, многие из вас вызывали духов. Спиритические сеансы, которые очень запрещены, которые вообще нельзя. Я как-нибудь еще вызову снова как-нибудь. Одно время я вызывала. Так вот, вызываете духов. Спиритический сеанс. Многие говорят, как только начитали вот этот вот ритуал, начитали этот заговор вызова, у них стуки начались. У кого-то начались стуки, значит, с той стороны окна. У кого-то начались жуткие стуки, как будто ногами бьют просто по дверям и так далее. О чем это говорит? Что потусторонний мир вас услышал. Дорогие друзья, теперь вернемся к Создателю, к Богу. У многих народов он безликий. Его изображают безликим, неким созданием, который не похож ни на что, ни на птиц, ни на людей. Он необъятный, он огромный, он вмещает в собой всю Вселенную. Но были народы, которые любили творчество, и они изобразили человекоподобных богов, греки. Сделали это первые греки. Александр Македонский, когда мы говорим Александр Македонский ввел культуру на Восток, эллинистический период, на самом деле он разрушил эту культуру Востока. Он уничтожил великие книги древности. Веды называются. Сейчас пытаются восстановить.
он внедрил вместо безликих богов человекоподобных богов. И вот народы на его примере начали изображать своих богов человекоподобными. Римляне изображали, ну, до Македонского. Потом начали изображать восточные народы. И вот пришло изображение человекоподобных богов. Отсюда и понимание того, что Бог как-то выглядит, он либо мужчина, либо женщина и так далее. На самом деле это космическая огромная энергия, которая, разделяя, создавала себе детей, это боги, потом духов. В разных культурах это джинны называется, то есть некая раса людей, кстати говоря. Откройте о джиннах, посмотрите, я там рассказываю подробно, не буду сейчас зацикливаться. Эта субстанция, эта энергия создала себе детей. Его старшие дети – это боги. Его младшие дети – это люди. Он создал старших детей, разделил по национальностям и отдал своим детям для того, чтобы те руководили этими народами. Дорогие друзья, есть про язык. Из этого про языка исходят все языки. Мы созданы логично. Один ученый сказал, когда я изучал мироздание, я понял, что намного раньше, до создания человека, до появления человека, вокруг планеты образуется водное пространство, вот этот круг воды, да? И он сказал, и я с ужасом вдруг почувствовал, что кто-то словно знал о том, что человек появится. И все было подготовлено для того, чтобы впоследствии создать человека. То есть кто-то готовил планету для создания человека. Логическое строение космоса, логическое строение человека, его органов. Это все продумано, словно начерчено все, словно все сделано так, чтобы было, скажем так, чтобы оно работало, вот эта вся система. Давайте рассмотрим несколько таких вопросов, весьма интересных. Вот смотрите. Первый вопрос. Нечто скорее есть, чем нету. Это называется экзистенциальное мышление. То есть это скорее есть, чем нету. Почему есть вот такая Вселенная? Есть Солнечная система. Она есть? Есть. Почему ее нет? То есть ее отсутствие могло бы абсолютно напрочь закрыть все шансы для жизни человека, но оно же есть. Почему есть воздух, которым дышит человек, кислород? Его могло не быть, но он есть. Вот рассмотрим. А для чего он есть? Чтобы человек дышал. То есть он есть. Он присутствует, и он очищается, самоочищается, воспроизводится Вселенной все время. Для чего? Для того, чтобы человек жил и дышал, чтобы его жизнь поддерживать. А почему он не заканчивается? А почему он не отсекается? А почему он есть скорее, чем нету? Потому что он жизненно необходим человеку, он есть. Вода есть, да. Без воды была бы жизнь на Земле? Нет. Так почему есть вода? Для того, чтобы была жизнь. Но если бы его не было, жизни не было, значит, кто-то знал, что вода нужна для жизни, и кто-то дал эту воду нам для жизни. Кто-то проектирует здание. Здание само не строится. Кто-то должен проектировать. Вы смотрите здание красивое, там голубого цвета, какие-то картины. Кто-то эти картины рисовал сначала в голове, потом на бумаге, потом
отдал чертежи мастерам. Потом эти мастера построили здание, потом изобразили. Кто-то же вначале подумал это в голове, да, этот проект строил. Он же сам по себе не начал строиться, этот проект, нет. Кто-то же сделал это. Вот то же самое касаемо человека. Он сам по себе не мог себя так создать. Дорогие друзья, когда мы говорим, что вот дарвинизм, на самом деле дарвинизм это абсолютный провал и абсолютный позор. Уже давным-давно многие ученые дарвинизм вообще не считают серьезной наукой. Эволюцию Дарвина о том, что мы были сначала рыбами, потом стали млекопитающими, потом стали еще кем-то. Дорогие друзья, почему за столько тысячелетий ни одна рыба, ни одна обезьяна не стала человеком? История человечества насчитывает более 30 тысяч лет. Ну, это вот как бы доисторический период. Исторический период 6 тысяч считается с того времени, как появились письмена. Почему за столько тысяч лет ни одна обезьяна не стала человеком, ни одна рыба не стала человеком? Почему они не поменялись? Почему виды животных, которые были много тысяч лет назад, либо исчезли из-за охоты человека, да, либо дожили до наших дней, но они не поменялись? Лев как был гривастый лев, хищник Африки, он такой и остался. Просто разница в том, что этот хищник Африки обитал еще и за Кавказе, обитал еще и на берегах Дона и Волги. Но он исчез, потому что на него охотились. Но он как был гривастый, он так и остался. Лев не был таким синим цветом, а теперь стал желтый. Он был всегда желтый, гривастый, клыкастый хищник. Он не видоизменился за 5000 лет, хотя в летописаниях и тогда рисовали льва, и сейчас изображают. В чем проблема? Почему за 6000 лет человеческой истории лев не изменился? Правда ведь? Я не спрашиваю вас и вашего мнения, Ольга Нарушина. Не надо свои комментарии сюда сувать. Я говорю свое мнение. Здесь будет только мое мнение. Свое мнение хотите? Возьмите, создайте ролик и там рассказывайте. Сюда не сувать свои тупости. Ясно? Дальше. Смотрите. Первое. Эволюция не существует. Знаете, почему Дарвин создал теорию эволюции? Дорогие друзья, у Дарвина был один ребенок, и тот родился, когда ему было за 60 лет. Девочка. Он был очень верующий человек, он религиозный, я бы сказала. Он ходил в церковь, он делал очень много хорошего, милостыни раздавал, людям помогал. И в какой-то момент ребенок упал в колодец и утонул. И он сказал, если бы был Бог, он бы со мной так жестоко не поступил. Я в него не верю больше. И создал теорию отрицания Бога. Полнейшее отрицание Бога. Но перед смертью он раскаялся, просил прощения и попросил своих учеников выкупить все его книги и сжечь. Но, как мы знаем, дело, которое вы пустили в мир, оно уже живет, скажем так, своей жизнью. Так, Галина Мищенко пошла далеко отсюда. Давай. Все. Сказала один раз, два раза, три раза, четвертый раз блокирую. Сейчас я возьму, извиняюсь, зарядку, потому что эта тема очень широко используемая. И, дорогие друзья, за один даже прямой эфир это все не расскажешь, но основное нужно рассказать. Сейчас, секунду, я поставлю зарядку. Если у людей нет элементарной культуры, чтобы понимать, что сейчас абсолютно другая тема, и она очень важная, и надо не мешать раскрыть эту тему. Если люди настолько тупы, что вместо того, чтобы задавать свои идиотские вопросы, могут просто набрать Бог Ахура Мазда и увидеть в моей лекции, как к нему обращаться, у меня нет слов. Я буду просто выкидывать, потому что мне нужно вести прямой эфир. Сейчас, одну секунду, извиняюсь. Итак,
Пойдемте дальше. Это первая версия. Почему есть то, что нужно для жизни? Почему оно есть, а не наоборот? То есть почему есть все-таки воздух, а не наоборот? Его нету, и мы вот как-нибудь живем, где-нибудь пытаемся сэкономить, как-нибудь создаем воздух, чтобы жить. Все, что нужно человеку для того, чтобы он был живой, у него есть. У него есть огонь, у него есть земля, где он может сажать, кушать, у него есть воздух, у него есть вода. То есть это все есть, дорогие друзья, правда? Мы это не добываем. Мы это не ходим, мы не ищем, мы не думаем, как бы мне, откуда мне найти землю, чтобы что-нибудь посадить и кушать. Земля есть, понимаете? Я выкидываю тупых существ. Никто не сказал, что Бог добрый, Оля. Никто не говорил, что он добрый или злой, тупое существо. И здесь не реклама Бога. Здесь обсуждение того, есть ли он вообще. И кто он, если он есть. Бог не добрый и не злой, но он справедлив. Тупое существо сказало, почему Бог заливает дождями землю? Это добрый Бог. Ну что ответите этой тупице? Что дождь нужен земле для того, чтобы там выросли деревья и еда, которую она будет жрать? Объяснить ей? Вы поняли, да? К сожалению, Бог иногда создает таких тупорылых существ. Наверное, для того, чтобы на фоне этих тупиц умный человек выглядел в 100 раз респектабельнее. Вот они тоже не зря созданы Богом. Пойдемте дальше. Почему, говорит, град идет, почему идет дождь? Потому что это природное явление, тупица. Это природное явление, вот оно и идет. Если вы дальше будете продолжать не по теме, я молча вас блокирую. Хорошо? Дальше. Не будем отвлекаться на этих недоразвитых существ. Смотрите, почему все закономерно, упорядочено и как будто создано по плану. Почему так происходит? Вот смотрите, например, Коперник, да, сказал, что когда он изучал Вселенную и увидел, как Солнце находится посреди планет, и как Земля вертится вокруг Солнца, и как все это точно рассчитано, потому что если бы Земля была на километр ближе к Солнцу, то мы бы все сгорели. Если бы Земля была хоть на километр дальше от Солнца, мы бы все замерзли. Почему рассчитано так, чтобы Солнце могло нас греть, как положено, сколько нужно зимой, и дать сколько можно тепла летом, чтобы мы не горели и не мерзли? Почему, когда одна часть планеты отворачивается от Солнца, она все равно не мерзнет? Она сохраняет определенное тепло, наступает зима, но люди выживают и ждут весны и лета. Все рассчитано до миллиметра. Настолько рассчитано, настолько все запланировано, что даже ученые, которые изучают мироздание и наши созвездия, и нашу Солнечную систему, они поражаются этим математическим расчетом. Оно все правильно, четко сделано. Абсурдные, вот, понимаете, возникшая из ниоткуда эволюция, что-то откуда-то создалось, в хаосе произошло вот взрыв, и пошли планеты, и потом Солнце само как-то так образовалось, и люди как-то из воды вышли с рыбами, потом начали ходить, потом у них поплавки стали руками, ногами. Оно не клеится с тем, здравствуйте, с тем, что происходит во Вселенной и что есть.
оно не соответствует никак, это не объясняет отсутствие Бога. Абсолютно, потому что нереально, чтобы нелогичные, лишенные интеллекта, лишенные логики, силы мысли некто создал такие математические точные вещи. Почему скалы выше моря? Для того, чтобы не пускать воду дальше. Они же являются стеной между людьми и водой. Они охраняют человека, они оберегают от моря, от огромной вот этой вот воды. Почему есть провалины в море? Почему море глубокое? Почему вода не стекается прям по поверхности земли? Она сохраняется в бассейне. Да, она глубокая и сохраняется, закрытая в огромном бассейне, который там миллионы километров, но оно море. Почему это море не на поверхности? Почему у нас на севере огромные запасы пресной воды? Это для того, чтобы если на земле, не дай боги, что-нибудь случится, можно будет оттуда взять из этих ледников. Да что ж такое с этим интернетом? Взять из этих ледников и напоить людей. То есть видите, как логично все рассчитано до сантиметра, до миллиметра. Может ли не имеющий разум некто создать такое? Нет, это некто интеллектуально очень высок. И мы не можем объяснить, кто он, откуда он. Но слепо верить мы не должны. Мы должны все это обсуждать, рассуждать, видеть, сопоставлять и прийти к выводу. Бог существует. И когда мы говорим «дай Бог», «спасибо», то есть «спаси Бог», «Бог тебе судья», мы не имеем в виду ни христианского Бога, ни еврейского Яхве, ни мусульманского Аллаха. Мы имеем в виду того Бога. Мы подсознательно подзываем к себе и зовем к себе того нашего Создателя, вот изначального Бога, который все создал. Пойдемте далее. Смотрите, Эммануэль Кант назвал следующее доказательство. Трансцендентальное называется. О чем это говорит? Что человек, помимо физического плана своего, физической планки, имеет еще и духовную планку. Человек – это не существо какого-то такого нелогического плана, который только ест, спит, передвигается. Он мыслит. Кто-то создал эти мысли в нем. Мозг, мы говорим мозг. Хорошо, мозг – это наше сознание, это интеллект, это все наши функции, то есть обаяние, осязание, видение, да, вот зрение – это мозг. Он дает физиологические потребности нам. То есть мы чувствуем, мы когда что-то берем в руки, вот я беру палку в руки, когда я нажимаю эту палку, дорогие друзья, у меня функционирует несколько миллионов нервных окончаний. Несколько миллионов. Можете представить? Они за доли, даже не секунды, миллисекунды сразу мозгу моему дают сигнал, и он тут же понимает, что я коснулась какого-то твердого предмета. Мозг руководит нашим сознанием, мозг руководит нашим телом. Если в мозгу что-то нарушено, нарушается, да, импульс, нарушается у нас в теле. Если в мозгу что-то не так идет, мы можем не почувствовать вкус, мы можем не суметь ходить. То есть малейшее нарушение мозговой деятельности тут же видно на человеке. Нарушение мозговой деятельности зрительного нерва, да, то есть
затылочной части полушария нерва. Оттуда там зрение. Кто отвечает за зрение? Вы не удивляйтесь, у меня вся семья врачи. Я вместе с ними училась в университете, вместе с ними сидела, схемы рисовала. Я могла бы быть очень хорошим врачом. Викуля, можешь верить, можешь нет. Твоя вера, не вера нас вообще не интересует. Так вот, верить не надо никому слепо, надо анализировать. Вот мы этим и заняты, если ты заметил. Дорогие друзья, мозг дает нам наши физиологические, скажем так, потребности, связанные с рецепторами, связанные с осязанием, с обоянием и так далее, и так далее. Но мозг не дает нам ощущения совести, мозг не дает нам ощущения внутреннего «я», мечты, свободы воли. Это нечто другое, это нечто большее, чем мозг. Давайте закончим сейчас, расскажите то и это. Закончим, поставим точку и вернемся обратно к своей лекции. Хорошо? Это, здравствуйте, источник сознания. То есть нечто другое, что внутри человека, это его духовный мир, его потребности, его любовь, его предпочтения, его свобода воли, его страхи. Их можно объяснить работой мозга, но интеллект – это одно. Сухой, чистый интеллект создал человек. Называется компьютер, называется робот. Это интеллект. Он лишен чувств. Компьютеру все равно, кто сидит перед ним. Компьютер не помнит своих хозяев, компьютер не любит никого или не ненавидит. Он просто работает. Ты сел за компьютер, там посмотрел, он тебе покажет, что надо. Другой сел, другому покажет. Тут этот твой компьютер украдет, здравствуйте, ему покажет, что надо. То есть у компьютера-то нету чувств, но он интеллект. Он искусственный интеллект, он все, что хочешь, тебе показывает весь мир, все там шедевры, все книги, вот все, что тебе взбрендит в голову, он тебе покажет. Это интеллект. Это тоже мозг. Вот такой мозг у нас с вами есть. Это чисто, скажем так, абсолютно трезвый, спокойный механизм, который просто работает четко, ясно по плану. Вот ты руку так вот подложил к огню, да, у тебя мозг сразу сказал: убери свою руку, дура, потому что сейчас сожжешь пальцы, тебе больно уже стало сразу. Это сигнал мозга, здесь что-то не то. Если у тебя болит зуб, твой мозг тебе говорит: там воспаление, надо лечить, иначе будет плохо, иначе ты лишишься зуба, например, да. Если у тебя болит аппендицит, тебе мозг говорит: там уже наполнилось, надо удалять, иначе он лопнет, тебя убьет. То есть боль – это сигнал мозга, это как сирена, как предупреждающий сигнал, как сигнализация, что в этом месте твоего тела непорядок, боль. Вот это чистый интеллект, это сухой, скажем так, грубо говоря, расчетливый интеллект, который тебе говорит: здесь хорошо, тут плохо, тут лечить, тут помажь, там выпей лекарство, тут ложись спать, потому что у тебя глаза слепятся, ты уставший, тебе надо отдохнуть. Тут ешь вот это, тут то. Мы беременные, нам организм говорит: кушай там мел, кушай морепродукты, кушай лимон. Я думала, у меня ребенок родится с желтым, как китаец. Я столько лимона ела, когда ждала ребенка, столько невероятно просто. Я просто кушала, как яблоки. И все удивлялись, как так можно. Значит, он требовал, мой организм это хотел. Нечто такое в лимоне было, что мой ребенок хотел, и мой мозг меня заставлял это есть. Мне хотелось его кушать, потому что моему ребенку это было
на тот момент полезно. Я ела морепродукты, вот эти вот слизоподобные, вот эти, ой, господи, я их варила и кушала. Я не знаю, зачем они мне были интересны, но я их ела, очень много морепродуктов. Я рыбу вообще ненавидела, но после беременности я рыбу люблю. Так вот, почему я это делала? Потому что в морепродуктах содержится огромное количество фосфора, кальция, и он очень полезен для мозга, для организма. Видите, какой он у меня умненький? Так вот, вот это холодный, расчетливый интеллект, который тебе говорит, тебе надо это, тебе надо то, руководит нашим телом. Да, йод в том числе точно. А йод, но он нужен для работы мозга. Это есть интеллект. Но Эммануэль Кант заявил, что есть нечто другое, чем холодный, расчетливый, то есть интеллект человека. Что есть нечто другое. Это то, что отвечает за патриотизм. Дорогие друзья, вот смотрите, мы говорим мозг, это все мозг, это наше сознание. Смотрите, нападает враг на страну. Мозг, интеллект, расчетливый разум. Что тебе говорит? Беги, прячься, да? Враг напал. Это тебе смертельно опасно. Прячься, убегай. Это интеллект твой говорит, который холодный разум. Казалось бы, только разум у нас есть. У нас больше нет ничего, как говорят некоторые ученые. Ни души, ничего нету. Тогда спрашиваю, откуда же у нас появляется внутри такая воля и такая любовь к своей родине, что мы плевать хотели на эту смерть, мы идем воевать. Ведь интеллект и мозг твой создан для того, чтобы оберегать тебя, твое тело от смерти всеми способами. Они тебя предупреждают, что если ты пойдешь навстречу врагу, они тебя убьют, поэтому ты не должен идти. Но что-то, нечто другое тебе говорит, это твоя родина. Если надо, пожертвуй собой, потому что оно должно продолжиться ради своих детей. Когда горит дом, женщина, ее мозг трезвый, говорит ей, убегай и спаси себя. Потому что мозг так создан, это интеллект. Интеллект, который разум, разумный. Разумный человек убегает от огня и защищает себя. Правда ведь? Но что говорит душа? Что говорит нечто высшее я внутри тебя? Если у человека ребенок там, она сгорит вместе с ним. Она рванется внутрь. Конечно, не каждая мать, не каждая достойна быть матерью, но мать, которая действительно мать, она безумно кидается в это пламя. Она не думает о том, что она умрет. Умрет, не ей все равно. Так вот, если разум четкий, расчетливый, холодный разум руководит человеком для того, чтобы он правильно питался, правильно спал, правильно оберегал себя и так далее, для того, чтобы он жил, да, долго, то душа совершенно иное. Нечто другое, совсем по-другому руководит человеком. Разум говорит, беги, там огонь, а душа говорит, там твой ребенок. И женщина рванула обратно, она полетела в это пламя. Смогла, вытащила ребенка, не смогла, осталась там вместе с ним. Но она это сделала. Так это говорит о том, что помимо холодного разума у нас и помимо материальной мысли у нас есть еще духовный мир. А где этот духовный мир спрятан? В этих потайных уголках мозга, в подсознании, но, скорее всего, в душе. Так вот, есть люди очень разумные, у них очень холодный разум, они очень, значит, расчетливы, очень логически мыслят, но они подонки. Понимаете? Но, невзирая на их разум, они отрицательные персонажи. Значит, помимо разума есть еще душа. А душу кто может создать? Бог. Пойдемте дальше. Я говногруппу блокирую. Все, предупредила уже.
Дальше. Сейчас, секунду. Ой, мне что-то глаза разболелись. И чат пропал. У нас, конечно, активных людей очень много, но дальше идем. Обратимся к Аристотелю. Аристотель говорил, мир состоит из цепочки. И эта цепочка имеет свое начало и свой конец. И он говорит, не может веревка, у которой есть конец, не иметь начала. То есть где-то существует начало этой цепочки. И вот эту первопричину и это начало нужно искать. Это и есть начало Создателя, которого мы ищем. Мы ищем Создателя. Знаете такое, да, разыскивается Бог. Смотрите, вы видите ребенка. Ребенок – это уже результат. Но результат чего? Ребенок не может появиться с воздуха. У ребенка есть родители. Правда ведь? Эти родители вместе сошлись. Эти родители провели вместе ночь хотя бы одну. У этих родителей произошел контакт, да, соединение. После чего началось оплодотворение яйцеклетки. После чего эта женщина выносила этого ребенка 9 месяцев или 7, смотря как он родился, обычно 9. И вот родился ребенок. Ребенок – это уже плод всего того, что произошло. Но есть первопричина, правда? Его родители, их сексуальный контакт, зачатие, донашивание, рождение. И вот после плод всего этого ребенок. То же самое происходит и с человечеством. Человечество уже есть. У него есть язык, у него есть интеллект, у него есть история, у него есть стремление к свободе, у него есть стремление иметь свою родину. Но оно откуда появилось? Оно не может появиться из ниоткуда, правда? Оно имеет первопричину. Кто-то внедрил в человечество это понятие, кто-то дал ему язык, кто-то дал ему моральные устои, кто-то дал ему законы, которые выполняются или нет, но в любом случае они отвечают за наш внутренний мир, за нашу совесть. Моральные устои. Значит, есть первопричина, то есть начало этой цепочки, о котором говорит Аристотель. Веревка. Если есть конец веревки, должно быть начало веревки. Не может веревка быть бесконечной из ниоткуда. Она имеет начало и конец. То же самое. Человечество, его история, его устои, его религии, его учения, его значит, исторические процессы, его интеллект, стремления, чувства, эмоции и так далее. Это все кто-то создал и дал человечеству, чтобы человечество этим пользовалось и таким стало. Он же не может с воздуха быть человечество, правда? Он откуда-то пришел, есть у него родитель. И этот родитель – вселенская сила, космическая энергия, называй его как хочешь. Смотрите. Четвертая причина. Ну, я так разделила по нескольким причинам. Далее, да, причина еще одна. Называется антропный принцип. Еще раз повторю, что когда ученые начали изучать происхождение
то есть человечество, ученые начали копаться глубже и глубже, они начали понимать, приходить к выводу, что до появления человека словно кто-то знал о том, что он скоро появится, и все для этого подготовил. Это воздух, это вода, это, смотрите, фильтрация воздуха. Воздух ведь очищается. Он, смотрите, как интересно устроено все. Во-первых, круговорот воды. Вода испаряется, поднимается вверх. Сверху капает вниз, орошает землю. Потом он подземными водами собирается в источники, стекает в реки снова, выходит источниками. То есть он очищается землей, он капает сверху, очищается землей, выходит как источники, питьевая вода. Дальше собирается воедино. Этими притоками идет к рекам, реки идут к морям, море к морям или к океанам. Океаны испаряют эту воду. Эта вода испаряется, уходит в те края планеты, где более всего нужна вода. Пустыню Сахару не берем, там песок, там сажать нечего, поэтому там и не орошает планета. Спускаются осадки. Ветер, дорогие друзья, я когда изучала, я просто поражалась, насколько оно интересно все. Это не просто вот, знаете, там подул ветер. Ветер поднимает из пустыни Сахара пески и уносит куда? Уносит в леса Амазонии. Он раскидывает в лесах Амазонии этот гумус, то есть этот песок, насыщенный там кальцием и всем-всем для амазонского леса. Ветер поднимает из пустыни Сахара. Ну вот, теперь у меня кто-то прошелся. Ветер поднимает из пустыни Сахара песок, крутит в воздухе и относит за огромное-огромное расстояние и сыпет на леса Амазонии. Вы представляете, что это такое? Это значит, кто-то руководит процессами нашего мира. Человек умирает, его хоронят. Он превращается в землю. То есть он превращается в безобидный материал. То есть он не отравит никого трупными ядами. Он превращается в землю, становится землей. Все. Из этой земли вырастают деревья. Эти деревья плодоносят. Мы едим этот плод. Я извиняюсь за выражение. Мы тоже воспроизводим некоторое количество ненужного материала, очищаем свой организм. Этот ненужный материал тоже превращается в землю. Оно не остается просто так. Ни один предмет, ни одно тело никуда не девается. Она переформулируется, то есть материальное не исчезает никуда, материя вечна, как говорил Платон. Одна материя переделывается в другую материю и снова приходит в мир. Этот плод ест женщина, которая беременна, она рожает ребенка. То есть, получается, мертвые, лежащие в земле, отдают часть себя для рождения новой жизни здесь. Через некоторое время этот ребенок состарится или раньше умрет, у кого сколько. Точно так же превратится в землю. Точно так же на нем вырастет плод. Точно так же люди будут есть и жить. Кирпич, который мы строим дом, через некоторое время становится ветхим, старым, разваливается, сыпется, со временем сыпется и уходит в небытие. И великие замки, и дворцы фараонов, и царей, они уходят в никуда. Но оно превращается в песок, оно превращается в землю в определенную. Кто-то эту землю собирает, делает новые кирпичи и строит дома. Помните Амар Хайям? Наступай, любимая, да, на землю, чутко. Кто его знает, может, ты сейчас наступаешь
на лицо или на глаза великой красы, которая жила до тебя. Эй, кто знает, может, мы тоже сейчас наступаем на лицо великого Хаяма. То есть мы не знаем, что здесь было и кто здесь был. И этот материал, который у нас дома стоит, или этот горшок из глины, может, когда-нибудь был человеком, понимаете? Одна материя переделалась в другую. Она очень разумно устроена. Еще раз говорю, грязная вода, сточные воды. Дорогие друзья, вот эти сточные воды, которые выливаются в реки или в эти ямы большие, извините за такие подробности, через некоторое время мы это пьем. Но мы пьем уже очищенное от всей гадости, скверны, потому что вода, потому что Вселенная сама очищает это все. Происходит расщепление, распад продуктов. Это сюда ушло, это туда ушло, это очистилось. Вода почистилась через эти подземные вот эти свои, то есть фильтрация землей. Она очистилась, она стала пресной водой, и мы снова ее пьем. Понимаете? Да, оно имеет силу натурально, в отличие от искусственного, согласна с вами. Именно поэтому я и говорю, берите воск, берите камни, берите воду, берите подношение богам настоящее, хорошее, потому что оно имеет душу и силу, в отличие от всего искусственного. Вот представляете, как сама очищается природа. Она сама контролирует. Вот смотрите, плод, соединяется энергия солнца и воздуха, и получается плод, помидор. Получается другая энергия соединяется, получается яблоко. И яблоко не пахнет помидором, и вкусом помидоров нету там. Он совершенно другой. Это насколько надо интеллектуально создать этот механизм, чтобы он сам работал как часы. Пойдемте далее. Ой, опять пропадает чат. Сейчас, секунду. Секунду откроем. Дорогие друзья, в каждой нации существуют атеисты или неверующие люди. Но на самом деле они очень даже верующие, просто отрицают от своего страха. Но нету народов, которые не верят. Но вот нету народов на земле, не верующие ни в кого. Народы, как правило, имеют свой культ. Они всегда ищут Бога, они всегда создают религиозную какую-то политику, да. У каждого народа есть свой культ, есть своя религия, свое верование. Нет народов на земле, которые говорят, мы не верим в Бога, Бога нет, и вообще это все ерунда, и это все надо к науке относить, и все такое. Я еще раз повторяюсь, не путайте, пожалуйста, Бога, того настоящего, который есть, и того, которого создали искусственно, то есть эгрегора искусственно созданного, якобы какого-то бога. Это всего лишь божок, это всего лишь демон низкого уровня, которого сделали богом, и его время приходит к концу, его дни сочтены, потому что религия мира, кроме зла, кроме боли, кроме войн, ничего не принесли. А вот Бог, который создал нас с вами, Он всегда за нами следит, Он знает. Он знает, что мы есть, и что Он нас создал. И Он дал время этому башку, на время, да, как говорят, оторваться. Я об этом уже рассказывала, откройте, смотрите. Далее. Дорогие друзья, смотрите, люди созданы совершенно по-разному. Нет одинаковых людей, нет одинаковых чувств. Каждый человек создан абсолютно индивидуальным, один. Вот такого человека, как вы, как я, еще как кто-то, нету. Повторений людей нету. Они не под штамповку сделаны. Эти люди созданы отдельно, с отдельной любовью. Каждый из них совершенно отдельная индивидуальность, личность. Понимаете? И среди людей встречаются
необычные создания. Среди людей встречаются гениальные люди, гениальные личности. Среди людей встречаются нечто такое необъяснимое, что то, что дается этим людям, другим не дано. То есть, если бы это был просто, знаете, э, какая-то непонятная, лишенная логики и всего сила, которая, ну, просто путем эволюции создала однообразных каких-то существ, то мы все были бы под копирку одинаковые. Но мы совершенно разные, и среди нас встречаются гении, встречаются лидеры, встречаются люди, которые ведут за собой тысячи, миллионы. Среди нас встречаются конченые существа, которые абсолютно бесполезны на этой земле, да? То есть мы созданы совершенно по-разному. Это говорит о том, что нет никакой эволюции, быть не может. Потому что эволюция – это создание одинакового типа видов, якобы. Вот одинакового вида. Но почему так получается, что кто-то гениален? Даже в семье каких-то алкоголиков, абсолютно никчемных существ, рождается ребенок, гений мировой. Это значит, что он должен был родиться. Просто выбрали такую тяжелую жизнь для него, чтобы он закалился изначально и донес до людей желание того самого Бога. Мы из ниоткуда ничего не создаем. Все, что мы создаем, откуда-то нам приходит. Нам кто-то дает эти подсказки, нас кто-то ведет вперед, нам кто-то говорит, нам кто-то объясняет. Следующий момент, дорогие друзья, ужасающие трагичные судьбы людей, которые абсолютно отрицали не религии, а вообще отрицали духовный мир, отрицали Бога, отрицали вообще существование какой-либо силы Вселенной. Люди, которые абсолютно отрицали Бога. Один из них, по-моему, был, кажется, Зигмунд Фрейд, который умер в сумасшествии, лаял под столом. И когда то есть одна из медсестер сказала: за все богатства мира я бы не согласилась умереть так, как умер он. То есть это была очень страшная смерть. Основное количество людей, которые своим неверием оскорбили Бога, еще раз говорю, не равняйте то, что человек говорит: я не верю в христианство или в ислам, и вообще не верю я в религии современные. Это не значит не верить в Бога. Я говорю, что человек, который отрицает абсолютно отрицает существование высшего разума, того, кто создал это все, у этих людей была очень страшная судьба и очень трагичный конец. Все абсолютно то есть неверующие люди очень жутко умерли. Ничего хорошего в их жизни, скажем так, не было. Они были очень несчастны. Это тоже говорит о том, что некая сила, которая руководит Вселенной, зорко следит за нашими судьбами. И если кто-то пытается научно доказать, что Бога нет, если кто-то пытается ввести какое-то научное доказательство того, что не существует Бога, вселенского разума, он очень плохо заканчивает. Ленин вел, ладно, он боролся, скажем, с христианской религией, но он и абсолютно душил и уничтожал любое верование во все это, понимаете? Любое верование, он отрицал любое присутствие Бога, либо высшего я, или сознания, или потустороннего мира. И как умер Ленин? Последние годы своей жизни он абсолютно был невменяемый, он абсолютно походил на растение, он умер сумасшедшим. Сталин, который пресекал любое напоминание о Боге, о совести и так далее. Когда началась Великая Отечественная война, как он обратился к народу? «Братья и сестры», — сказал Сталин, — «на нас напала фашистская Германия». Но после того, как братья и сестры вышли и отвоевали для него
обратно в страну. Он снова устроил преследование всех людей, которые либо верили, либо просто вообще говорили о том, что существует потусторонний мир, существует Бог, существуют силы и так далее. И как он умер, и какая у него была жизнь. Одинокая, несчастная, жена покончила с собой. Дети все безалаберные. Один погиб в плену, самый такой умный, достойный сын Яков. Э, Вася был пьяница. Дочь была шалавой. То один муж, то второй кукушка бросила детей, убежала в Америку, вышла замуж, потом за индуса. И вот так до без конца и до бескрая. Вот его жизнь. Жизнь человека, который не желал признать присутствие вообще Бога на земле. Хотя он сам закончил духовную семинарию. Далее. Люди, которые создали нечто, что до них не создавали. То есть люди, которые могли дать человечеству нечто такое, что до них не было. Потому что если бы это все зависело от интеллекта человека или от того, что, скажем так, ну, все идет путем эволюции, там какое-то развитие, чего-то еще. Если бы это было в реальности действительно так, то откуда же люди создавали из ниоткуда волны? Привет, Софи. Откуда люди радиоволны поняли, что можно создать? Откуда люди создали интеллект искусственный? Откуда люди создали телефоны? Откуда люди смогли создать спутниковую связь? Откуда это все люди создали? Откуда они создали космические корабли и прочее, прочее? Если бы все шло путем эволюции, как же так людям, гениям человечества приходило в голову сразу же эта мысль, идеи они воплощали в жизнь? Как такое можно объяснить? Если все идет медленно через эволюцию, каким-то образом и так далее, и так далее. Почему тогда люди создавали это все? Кто им подсказывал, кто им давал эти идеи, откуда эти идеи приходили, откуда это знание было, эта уверенность, что это возможно, и это можно создать. Можно списать на что угодно. Они были просто образованные люди, они просто много читали, много знали, в отличие от нас с вами, да, и вдруг вот что-то создали. Но, дорогие друзья, гениальное изобретение, которое невозможно ничем объяснить, как это вообще происходит и как человек до этого додумался, да, это реальность, и это существует. И вот благодаря тем знаниям, которые постепенно дает Бог, тот самый Создатель человечеству, человек, его посланник, тот, через которого он передает. Через одного он передает законы физики, через другого он передает законы магии, через третьего он передает законы медицины, через четвертого он передает законы красоты. Понимаете? И так далее. Каждому человеку он дал свое задание в этом мире. Через каждого человека он дает человечеству свое послание. Он не имеет никакого отношения ни к современным религиям, ни к современным книгам религиозным, ни к современным философам религиозным. Все, что они говорят и размышляют, это всего лишь их размышления, в котором они руководствуются выгодой церкви, выгодой. Недавно смотрела одного долбанутого папа, который сказал, в 1941 году все, кто был не крещеный, умирали, все безбожники, и выживали только крещенные люди, только они были достойны жизни, и только они были герои войны. И это был такой плевок в лицо людям, всем. Да, он только православные крещенные люди
Вот они были достойны жизни, и они и остались. Но только этот батюшка, наверное, очень плохо знаком с историей, потому что он забыл, что в годы Великой Отечественной войны воевали все народы, все конфессии. Там были и мусульмане, там были и буддисты, там были и Григорианская церковь. Что угодно там было, и все эти люди воевали. Многие погибли, многие привели победу в наш дом, да, победу над врагом. И это вот животное в рясе, которое сказала, что все остальные, которые недостойны были, не православный народ, все они погибли, и остались только верующие православные люди, которые были достойны жизни, и которые победили, и вот это вся их заслуга. Я не знаю, кто таким животным вообще дает право вот буквально срать на память освободителей и воинов Советского Союза. Не знаю и знать не хочу. Но я уверена, что он тоже очень плохо закончит. И на том свете вот эти души ненужных людей, которые погибли, по его мнению, его обязательно встретят и спросят, по какому праву он свою пасть вонючую открывал и говорил подобные вещи. Я надеюсь, что это произойдет. Так вот, дорогие друзья, кто есть Бог? В религии зороастризма, в Авесте называют его Ахура Мазда, что в переводе означает Бог справедливости. Считали, что имя его второе Яздан, что означает светлый Бог или сверкающий, сиятельный Бог. Считали, что солнце – это приветствие Бога. Он шлет свое приветствие своим детям на земле. И поэтому нужно опускаться на колени, склониться перед ним, поцеловать землю, поцеловать небо, посмотреть по разным сторонам, собрать солнечную энергию и осветить себя этой энергией на весь день. И приветствие было 5 раз в день, которые сейчас переняли как 5 раз в намаза. Намаз или намаха, что означает на санскрите приветствие или приветствую тебя. Бог создал старших своих детей и назвал их богами, и дал каждому из них задание. Один из них дарил людям любовь, второй помогал сохранять семью, третий отвечал за плодородие, четвертый и так далее. Вопрос: добрый Бог, а почему есть инвалиды, почему есть бедные дети, несчастные? Хочу вам сказать, что в древние века этих бедных несчастных было гораздо меньше, потому что в древние века человек руководствовался разумом. Когда рождался ребенок, абсолютно нежизнеспособный, с партии, его кидали с обрыва и убивали. Считали, что он будет мучиться и мучить своих родителей, и незачем ему жить. Освобождали его душу. Называйте меня как хотите. Но в то время ну да. Но в то время люди руководствовались разумом. Они считались язычниками, как их назвали христиане позже. То есть те, чей язык, чье слово, чей закон очень силен, и он направлен к Богу. Не существовало понятия грех, существовало понятие закон. Закон нарушил, получай наказание. Грех – это вечное терзание, самобичевание. Мы несчастные, мы такие, мы неугодные, мы рабы. Раба никто не любит. Рабу дают столько денег, столько еды, чтобы он не сдох с голоду. Но ребенка своего любят. Ребенку своему желают лучшее, своему ребенку дают хорошую должность, много знаний, направляют, помогают, всю жизнь защищают. Так вот, Бог считал и считает людей своими детьми. И если у людей рождаются больные дети, это следствие их глупости, а не Бога. Не вините в этом Его. Вы нарушаете законы Вселенной, и поэтому вы несчастливы.
Вы предпочитаете религии, которые призывают к насилию, к убийству, религии, которые поощряют страдальчество, культ страдания, культ несчастья. Вы пропитываете свою жизнь этими несчастьями подсознательно, все время рисуя, обрисовываете несчастья, а потом переносите это в жизнь. Поэтому у вас рождаются больные дети, поэтому у вас род вымирает, поэтому вы несчастливы и так далее. Вы нарушаете законы Бога, нарушаете тем, что вы не чтите потусторонний мир. Вам сказали, что все духи, все силы, которые вокруг нас, это все зло, это все сатанизм, это все сатана, это все бесы. Вы их чураетесь, вы освещаете свои дома, постоянно выгоняя оттуда домовых, выгоняя оттуда духов, которые приходят вас защищать. Потом удивляетесь, что в вашу освещенную квартиру залазят воры и обкрадывают вас, или убивают вас во сне, или ночью, или еще что-нибудь. Вы отдаете своего ребенка чужеродному Богу, отсекаете от себя, для него находите новых родителей, называете их крестными родителями. Потом удивляетесь, что ваш ребенок болеет. Потом удивляетесь, что нету связи с этим ребенком. Потом удивляетесь, что он женится и разводится. Потом удивляетесь, почему он такой неудачливый. Почему ваша семья, ваш род заканчивается, потому что вы отсекаете духов своего рода, выгоняете их и даете своему ребенку, то есть своего ребенка чужеродному Богу, непонятному демону, который стал на время Богом. Вы нарушаете закон Бога. Вы не хотите изучить, понять, что вы делаете. Вы идете крестить своих детей просто ради того, чтобы потом гулять, пить, веселиться, танцевать, но при этом не думайте, а что после будет, а что я делаю. Прежде чем пойти крестить, смотреть эти ритуалы, понять, изучить, вы же отдаете своего ребенка, его судьбу в руки некой силы. Вы не интересуетесь даже, что это за сила и зачем она пришла. Вас выдают замуж и женят и говорят: во славу Бога Израилева я вас соединяю. Но не во славу Бога русского, во славу Богу Израилева, значит, ваши боги отворачиваются от вас, а значит, сила вашего рода и ваших предков, ваша земля отворачивается от вас, и вы в своем доме несчастливы, вы в своей стране несчастны, вы не можете идти вперед, у вас ничего не получается. Вы не отдаете дань Богу, вы не просите Его, вы не призываете Его, когда у вас трудности, вы ищете свое утешение в мучениях. Вы сидите и гордитесь тем, что вот вы мучились, вот это по-христиански, это не по-христиански. Вы ходите во тьме, вы не хотите света, вы не хотите понять, изучить, а кому я верю, а почему я верю, а что это за сила, а чего она от меня хочет, а когда она возникла, а что там сказано. Многие из вас Библию в жизни не открывали, но с гордостью кричат: я христианин или христианка. Многие из вас Коран в жизни не открывали, но говорят: я мусульманка. Вы не знаете, кому вы верите, какому Богу. Вы не изучали ничего. Если вы изучите и поверите в Него, я вас зауважаю. Но если вы изучите и увидите там очень много противоречий и непонятностей, то постепенно придете к свету, к тому Богу, который вас создал, который действительно настоящий ваш родитель, дорогие друзья. И вы вините Бога, вы говорите: если Он добрый, если Он хороший, почему рождаются больные дети, почему так происходит, почему то происходит? Да потому что вы нарушаете законы Вселенной, и вы удивляетесь, почему так все происходит. Вам сказано жить по интеллекту, вы живете по разуму. Вы хотите мужчину, вы хотите с ним лечь спать, ради этого готовы терпеть побои, вы готовы унижение терпеть, вы готовы видеть, как он бьет ваших детей и наказывает. Проходят годы, вы остаетесь одни, ваши дети вас видеть не хотят, не желают, они не создают хорошие семьи, потому что перед глазами был плохой пример. Их душа сломлена, их внутренний мир нарушен, они с этим всем проклятием и негативом уходят из вашей семьи, чтобы создать якобы свои семьи, и не могут создать, и возвращаются к вам обратно. И вы говорите: ну если Бог такой добрый, хороший, почему у моих детей ничего не получается?
Почему мои дети страдают? Почему у меня он внук родился больной? Да почему так происходит? Да как же, какой же такой добрый Бог? Это что такое творится? И вы забываете, что этот добрый Бог дал тебе детей и сказал: ты мать, защищай их. Защищай, я же тебе даю это богатство, чтобы на старости лет у тебя были те, которые тебе помогут, которые будут рядом с тобой. А что ты сделала? Ты предпочла телесные скотские увлечения тому подарку Бога, который тебе дали. Ты предпочла лечь под мужчину, который абсолютно был никем и ничем в этой жизни. И ты предпочла просто ради члена забыть о завете Бога. А он тебе дал подарок. Так вот, ты не защитила своих детей. И что произошло у тебя? Эти дети были прокляты, не приняты своим отцом. У этих детей за эту жизнь накопилось столько негатива, столько демонизма, столько боли, столько внутреннего страха, фобии. Они пустили в свою жизнь весь этот астральный мусор, который существует, и потом у них не получились семьи. И потом у них родились больные дети, потому что больной ребенок рождается от внутреннего страха. Это уже доказано. Внутренний страх, сопротивление просто рождает на свет больное существо, чтобы род закончился и не продолжался. И вот вы сидите и говорите: вот онкология, вот за что, если он добрый Бог, ребенок родился с онкологией, как так может он допустить? Он же добрый, как он может вот такое делать? А давайте с вами обсудим теперь дела этого доброго Бога. Дорогие друзья, давайте обсудим, давайте покопаемся в прошлом этого ребенка, его родителей, и вы поймете, почему этот ребенок родился с онкологией. Родился, потому что наказание, род берет наказание на себя. Вы же не знаете, что сделали его предки. Вы же не знаете, что сделали его родители. Вы же не знаете, кто виноват в том, что этот ребенок таким родился. Был случай, когда многодетная мать то с одним мужиком шалавилась, то с другим отчимом, каждый день по одной папе там меняла для детей. В конце концов, последний отчим ее прибил. Убил ее. И этих детей усыновили. И тоже такой вопрос. Но это же Бог. Зачем Бог допустил, чтобы дети остались сироты? Бог спас этих детей. Он спас этих детей от этого животного под названием «мать», в кавычках. Он спас этих детей, потому что такая мать может привести домой кого угодно: насильника, убийцу, педофила, который изнасилует, растерзает этих детей, может, убьет этих детей. Когда Бог увидел, что эта мать непригодна, Он убрал эту мать от этих детей и спас им судьбы. Теперь в нормальной семье эти дети вырастут людьми. Понимаете, что сделал Бог? Смотрите на две стороны медали, дорогие друзья. Не надо, не все, что вам кажется добром, есть добро, и не все, что вам кажется злом, есть зло на самом деле. Есть такая восточная притча, когда один мудрец берет за руку своего ученика и идут по лесу. И так случается, что этот мудрец видит маленького ребенка, который бежит за бабочками. Он берет палку, бьет его по голове и убивает. И этот ученик в ужасе наблюдает это все, ничего не говорит. Идут они дальше. Тонет человек. Этот мудрец смотрит спокойно, как человек тонет. И вот человек окунается в воду, снова кричит: помогите, помогите, спасите меня. Через некоторое время, когда уже у человека не остается надежды на спасение, он подносит палку и вытаскивает оттуда этого человека. Ученик молчит, ничего не говорит, идет дальше. Навстречу им выходит женщина. Эта женщина садится напротив них на скалу,
открывает, значит, сундук маленький, вытаскивает оттуда хлеб, сыр, готовится есть. Этот мудрец бьет ее по руке и выкидывает все, что она хотела есть, в реку. И вот они молча уходят. Через некоторое время ученик говорит: скажи мне, учитель, почему ты такой злой человек? Почему ты столько зла сделал за один день? Он говорит: какое зло я сделал? Вот мы, говорит, шли, и ты палкой убил маленького ребенка. Как ты мог это сделать? Ты же мудрец, ты же не убийца. Он говорит: сынок, мне было откровение. Этот маленький ребенок вырастет очень страшным человеком. Он захватит власть в нашей стране и будет казнить тысячи людей в день. Матери, жены будут оплакивать своих родных и близких. И наша страна просто окунется в бездну крови и боли. И поэтому я убил этого ребенка тогда, когда он был еще невинный, маленький, чтобы его оплакивали как хорошего человека. Я совершил зло, но я спас миллионы жизней от жуткой, ужасной смерти. Хорошо, говорит ученик, а почему ты тогда спас этого человека не тогда, когда он просил у тебя помощи, а когда ты уже понял, что у него уже выхода нет, и он уже тонет? Ты издевался над ним до того времени, пока он чуть не задохнулся. Только тогда протянул ему руку помощи. Он говорит: знаешь, сынок, у этого человека неизлечимая болезнь, и эта неизлечимая болезнь лечится ужасным страхом. Когда человек очень сильно пугается, очень сильно боится, внутри него что-то случается такое, эта болезнь отрывается и выходит. И вот я ждал, пока этот человек смертельно испугается за свою жизнь, излечится от этой болезни, и тогда я его вытащу. Неужели ты думал, что я бы дал утонуть этому человеку? Ну хорошо, говорит ученик, тогда третий случай мне объясни. Почему женщина, которая села трапезничать, ты вот так грубо, бесчеловечно ударил ее по руке и выкинул ее обед в реку? Может быть, у нее больше ничего не было кушать. Зачем ты это сделал? Зачем ты не дал человеку поесть? Он говорит: знаешь, сын мой, дело в том, что эту женщину ненавидит ее свекровь. И когда та пошла в поле работать, свекровь отравила эту еду и дала ей в руки. И сказала ей: доченька, проголодаешься, покушай. И вот когда я увидел, что эта женщина ест эту еду и умрет, я просто не дал этому случиться. Я вырвал эту еду и выкинул в реку, чтобы она не отравилась и жила. И тогда ученый поворачивается и говорит ему: знаешь, сын мой, в этом мире не всякое зло есть зло, не всякое добро есть добро. Ты зри в корень, смотри в другую сторону медали. Не все, что тебе кажется, таким является. Так вот, дорогие друзья, вы говорите: ребенок, ну зачем так? Ну вот рак, ребенок маленький, несчастный, ну где справедливость, Бог? Ну зачем ты так сделал? Ну как ты мог этого ребенка убить? Ну как у тебя совести хватило? Ну он же маленький, он же жить хотел. А может быть, этот ребенок родился с такими генами, что должен был вырасти и стать маньяком и убийцей? Что мы говорим, когда мы видим маньяка, убийцу, как судят? Мы говорим: тебя надо было в детстве задушить, чтобы ты в детстве сдох, чтобы ты родился мертвым, чтобы тебя не рожали. Да? Мы же так говорим, правда? Мы интеллектуально чувствуем, что если бы мы знали, что этот ребенок хороший, маленький, пухленький, красивенький, вырастет и станет мразью, мы бы его убили тогда, чтобы он столько невинных жизней не унес. Поэтому, дорогие друзья, вы не знаете, какие генетические процессы происходили в его головном мозгу. Вы не знаете, кто он был. Вы не знаете его предков. Может быть, из его прадедов был какой-нибудь архаровец или убийца, душегуб, понимаете, повешенный помещиком за то, что убивал людей. Мы же не знаем это все. И когда мы спешим судить Бога за то, что
Зачем ты это допустил? Как ты это мог? Это же бедный ребенок, он же умер 3 года ему. Как тебе не стыдно? Мы не задумываемся о том, что ему видно то, что мы не видим. Быть может, он забрал эту невинную душу тогда, когда еще для людей он остался человеком, когда люди будут плакать и говорить, бедный ребенок, мог бы жить, хороший ребенок. И он забрал ребенка тогда, когда он оставит о себе хорошую память. Но вдруг этот ребенок вырос бы и встретился с вашим ребенком и убил бы его в лесу, понимаете? И что бы мы тогда говорили? Что бы мы говорили с вами? Да если бы мы знали, кем ты вырастешь, мы бы тебя прикончили. Но если бы вы прикончили его в то время, когда еще никто не знал, что он будет маньяком, вас бы посчитали убийцей, вам бы сказали, тварь ты ребенка убила, как тебе не стыдно? И ты сидишь и говоришь, вы знаете, мне было такое видение, что он станет маньяком. Да тебе никто бы не поверил. Тебя бы повесили, тебя бы били по башке ногами. Тебе бы сказали, какое еще видение, что ты несешь, женщина? Правильно? Так вот, дорогие друзья, не решайте за Бога. Знаете, есть такая армянская поговорка: живи своей жизнью и не вмешивайся в дела Бога. Тебе не дано знать, почему именно так произошло, а не по-другому. Люди, которые приходят ко мне и говорят, у них порча, их прокляли, бедные, несчастные. Через некоторое время одно помогла, сделала им, второе сделала им, третье сделала им, четвертое, а потом они раз и меня оскорбили чем-то. Или где-то написали против меня что-то. Я говорю, какая же ты тварь, я же тебе помогла. А ты говоришь, я бедная несчастная, мне сделали порчу, мне ни за что прокляли, преследуют, помогите. Видишь, какая ты тварь? Так ты заслуживаешь этого. Так ты где-то сделал больно человеку, человек тебе отомстил. И ты свое лицо показала и доказала, что это порча и проклятие на тебя было наслано не просто так. Хотя на первый взгляд, как можно, человек, женщина, бедная, пошли похоронили фото. Ну как так, не по-божески, не по-человечески, разве можно так делать? Да, мы сидим и сокрушаемся. Это как же так можно, мы же все святые. Вот так вот ни за что человека, просто так. А потом копаешься в биографии этого человека. Оказывается, увела одного мужа, увела второго мужа. Оказывается, отвернула мужчину от жены и детей. Оказывается, была такой тварью, что звонила, стучала на эту женщину бедную, ее выгнали с работы. Оказывается, настроила мужа, чтобы он не дал согласия, у них не было прописки, а значит, эта бедная женщина не получала бы даже детские пособия. Оказывается, это, оказывается, то, второе, третье, пятое. Но она невинная жертва. Мы все говорим, порчу, испортили женщину. Как так можно? Как не стыдно? Но если мы копаемся, мы начинаем понимать, за что и почему она получила это по морде. Понимаете, дорогие друзья? Так что не спешите судить Бога за то, что кто-то умер. Может быть, забирая невинную душу, Бог освободил этого человека от очень страшных вещей, которые он бы совершил потом вынужденно. И он забрал его вовремя, забрал сейчас, чтобы мы все помнили этого ребенка как ангелочка, как чистого, непорочного ребенка. И он забрал. Почему Бог допускает теракты? Почему Бог допускает взрывы? Разве Бог допускает? Разве не человек это делает? Разве не человек это делает? Разве не человеческая алчность и ненависть? Разве Бог приходит и закладывает под здание взрывчатку? Разве не человек взял деньги себе в карман, засунул и довольно ушел? Это сделал Бог разве? Ведь человек это сделал, дорогие друзья. Разве не человек схалтурил и не поменял в самолете какую-то деталь, которая привела к страшной аварии, к катастрофе, и погибли люди? Разве это не человек сделал? Это сделал Бог. Бог сказал, не меняй в самолете деталь, пусть люди гибнут. Бог дал нам свободу выбора быть людьми или быть ублюдками, понимаете? Он дал нам свободу выбора. Он не вмешивается в нашу жизнь, пока мы не попросим. Он помогает нам только тогда,
Да идите вы нахер со своим Порошенко. Достали, блин, идиоты. Откуда вы знаете, он живет, здравствует, или он мучается в страхе, забился в угол? Что за ебантизм, правда? Ой, Порошенко живет и здравствует. Прям день и ночь о Порошенко, что ли, думаешь? У тебя других проблем нет в жизни. Все проблемы решил, осталось Порошенко расквитаться. Иди уже мимо, тупое существо. Фу, блин. Как припрутся эти идиотки. Откуда ты знаешь, что у Порошенко все хорошо? Ты что, рядом с ним спишь? Или он твой муж? Откуда ты можешь знать, хорошо у него все или плохо? Вы хоть знаете, что у самых богатых шейхов на земле такое бывает? Вон из Эмиратов убежала жена шейха. Все такие все счастливые, улыбчивые. Потом в один момент она убежала от него. Идиотка толбанутая. Пошла вон отсюда, тупое существо. Порошенко ее очень сильно волнует. Дура, блин. Может, он писает с кровью, может, ему тяжело, плохо, может, у него задница болит, может, у него головные боли, может, у него руки трясутся, может, он забился в угол и плачет. С чего ты знаешь, что Порошенко все хорошо? Что за дебилизм? Я вообще ничего. Реально. Это ж надо, какие тупые люди, господи. Мы не знаем, что у кого творится. Иногда нам со стороны кажется, что все прекрасно и хорошо у человека, и в какой-то момент он повесился. Березовский тоже очень хорошо жил. И тоже все говорили, столько ограбил, столько сделал Березовский. Почему он хорошо живет? Почему у него нету ничего, никаких наказаний? Почему у него все прекрасно? В один момент нашли его повешенным. Думаете, сам повесился? Ага, хрен из два. Этот хитрожопый жук. Чтобы он сам повесился, да никогда в жизни. Помогли. Ну вот вам и хорошо живущий Березовский, пожалуйста. Получайте, распишитесь. Откуда вы знаете, кто хорошо живет, кто плохо живет? Внешние показатели, о чем я сейчас говорю целые полчаса? Что не все хорошо, что вам кажется со стороны хорошо. Понимаете? И не все плохо, что правда вам кажется плохо. Ой, бесполезно. Знаете, как сказал царь Соломон, разумный поймет слово, а дураку хоть 100 палок бей по голове, бесполезно. Порошенко. Вы испортили мне весь день с этим Порошенко, нахрен. Не, ну правда. Все проблемы решила женщина, осталось только Порошенко. Переживает, сидит. Ну иди его конфетный завод взорви, ему будет плохо. Не могу. Что за хрень, ну? Все. Итак, дорогие друзья, если сопоставить все за и против версии есть Бог или нет Бога, я сейчас тебе расскажу. Я сейчас так расскажу. Если сопоставить все за и против касаемо темы есть Бог или нет Бога, это личное дело каждого человека, его интеллекта, его внутреннего мира. Любая порча заслужена. Если она не заслужена, дают человеку выход и спасение. Если заслуженно, не дают. Вот и все. Больше аргументов в сторону того, что Бог есть, и меньше аргументов в сторону того, что Бога нет. Все научные так называемые объяснения, что Бога не существует, они очень жалко выглядят, очень неубедительно и очень примитивно. Вот они буквально, можно сказать, звучат таким образом. Вот нету, потому что нету. Вот нету и все тут. И нечего тут обсуждать. Вот так примерно они звучат. Но если мы сядем и посмотрим, как создана Вселенная, как создан человек, как система человеческого внутреннего организма разумно создана, сердце качает кровь по венам, человек ест, расщепляется пища. Да пошла вон уже. Пошла нахер отсюда.
Иди узнавай в другом месте. Если мгм. Вот на что рассчитывают ублюдки. На то, что я буду их банить, да, нажму и зайду случайно в этот сайт. Вот на это эти мрази и рассчитывают. И вот я рукой тронула, и чат пропал. Ну, ничего страшного, это не страшно. Это все поправимо. Итак, значит, версия по поводу несуществования Бога сильно уступает доказательствам того, что Бог существует. Еще раз скажу. Вы что-то едите. Это что-то расщепляется на углеводы, на жир, на белки, на другие, да, полезные, значит, имеющие свойства вещества. Далее что происходит? Далее происходит следующее. Одна часть вам дает энергию, другая часть откладывается как жир. Жир тоже нужный в меру. Третья часть идет на улучшение кожи, на улучшение, скажем, вашего общего состояния, здоровья и так далее. Кальций и прочее, прочее. А значит, наш организм очень разумно устроен. Следующий момент. Мир самоочищается, мир сам меняется. Мир, Вселенная, планета сама, ну, грубо говоря, сама себя обслуживает. То есть очищается вода, мы потом пьем, это становится пресная вода. Очищается воздух, мы им потом дышим. Самоочищается наш организм. Любая материя расщепляется, превращается в полезные вещества. Она сама себя очищает. Мир иногда избавляется от людей путем наводнений, путем оползней. Дорогие друзья, не потому что Бог злой и так далее, а потому что Бог видит, что мы делаем с этой землей. Как будто у нас еще запасная планета где-то есть, и мы туда полетим. Он видит наше нечеловеческое отношение к нашему миру, к нашей земле. И для наших поколений он убирает человеческие вот эти жилища, города, селения, сметает, очищает эту местность, дает отдых земле, для того, чтобы наше поколение потом на этой земле жили, чтобы мир не закончился. Если все будет, как нам хочется, как мы планируем, как мы хотим, как нам выгодно, то в скором времени у нас просто не останется ни земли, у нас не останется ни воздуха, у нас не останется ни воды, у нас не останется ни пресной воды, ни морей, у нас не останется животного мира, ничего. Поэтому иногда природа жестока к нам, для того, чтобы от нас спасти планету, чтобы нашим детям было что поесть, где жить, понимаете? Так что не все, что вам кажется злым умыслом Бога или злоба, есть злоба. Нет. Если мы не соблюдаем элементарные правила, законы Вселенной, то Вселенная нас наказывает, дорогие друзья. Вселенная от нас избавляется для того, чтобы мы не мешали, чтобы мы не засоряли, чтобы мы не уничтожали эту среду, которая и нам, и нашим детям, нашим поколениям будет служить домом. Если мы безмозглые, тупые, и если мы засоряем, если мы все это перерыли, если мы уничтожаем все ископаемые, если мы все там сжираем, то Бог освобождает от нас это место, чтобы дальше другие поколения могли жить, использовать. Он говорит, если вы настолько идиоты, что не понимаете, что вам намекают и говорят, не делайте этого, то я вас просто уберу отсюда и сохраню эту местность для ваших поколений. Понимаете?
Мы тысячелетиями добываем бриллиант. Бриллиант не заканчивается. Он опять формулируется в недрах земли. Мы тысячелетием используем торф. Он не заканчивается. Мы тысячелетием используем уголь. Он не заканчивается. Он опять появляется в недрах земли. Мы тысячелетиями берем аметисты, мы берем другие камни, мы берем агаты, мы все что угодно. Оно не заканчивается, оно все снова формулируется, снова создается в недрах земли. Мы тысячелетиями используем нефть. В одном месте она заканчивается, в другом появляется. Мы миллионы лет используем моря, океаны. Там не заканчивается еда для нас. Мы сажаем наши огороды, мы пользуемся деревьями. Проходит тысячи лет, это место становится диким. Потом мы снова присваиваем это у природы, отвоевываем, очищаем, строим города. Проходит тысячи лет, города превращаются в руины, исчезают, снова там растет растительность, джунгли появляются. Потом снова человек отвоевывает эти джунгли, снова делает там. Понимаете, все построено очень разумно. Такой механизм создан Вселенной, чтобы все без конца и края крутилось. Почему мы изображаем Бога? То ли как льва, намекая на его силу, на непобедимость. Крылатого, намекая на то, что он везде сущий, везде есть, он крылат, значит, он быстро придет на помощь. Почему мы его изображаем стариком? Потому что старый человек внушает доверие, потому что он мудрый, он символ мудрости. Мы изображаем его человеком, потому что мы хотим наделить его своими чертами. И так далее, и так далее. Мы называем его любящим отцом, великим Творцом, справедливым Создателем. Мы даем ему все наши светлые чувства и желания. Мы хотим видеть своего Бога добрым. Мы хотим видеть своего Бога создающим. Мы хотим видеть его Отцом, который нам поможет, который нас поймет, который нас оправдает, даже если мы где-то не правы. И поэтому мы наделяем своего Бога чертами и характером. А на самом деле он все, что есть. Он и добрый, он и злой. В нем есть и тьма, и свет. В нем есть и справедливость, в нем есть и суровость, в нем есть и наказание, и поощрение. Он и все. Все, что в нашей жизни есть, все, что во Вселенной существует, все, что мы чувствуем, это все дано им. Если у нас есть зависть, значит, в божественном начале есть это чувство, и он нам внедрил это тоже. Если у нас есть стремление, значит, у него было стремление. То есть мы по образу, подобию его созданы. И все эти чувства, желания есть. Если мы женщина, он тоже женщина. То есть Бог, женщина и мужчина в том числе. Он все. Откуда он пришел, мы не можем знать. Но он пришел, он есть, эта космическая энергия существует. Эта космическая энергия на время дала человеку возможность почувствовать, что без него человек никто. И когда человек устанет от своих фальшивых и искусственных религий и вернется к веру предков, к верованию, к познанию того, что Вселенная и есть Бог, Вселенная и есть тот Создатель, которого мы ищем. Не ищите его в Африке, в других местах, в других измерениях. Он с вами, он рядом, он внутри вас, он везде и во всем. И когда вам плохо, обращайтесь к нему. Бог мой, Боже, Создатель, Господь, Господин вечный, говорили, хлеб, лев, Адонадос, начало, Омега, много-много названий у него. И когда вы обратитесь к нему, он вас услышит. Невзирая ни на что. Ему не нужны ни кресты, ни полумесяцы. Ему не нужны ни храмы, ни мечети. Ему не нужны ни Библия, ни Коран, ни Тора, ни Бхагавад-гита. Ему нужно ваше желание.
Ему нужно ваше поклонение, ваша благодарность. И чтобы вы изучали и как можно больше узнавали и о нем, и о его старших детях, которых он назначил над народами, над людьми, править и помогать им. Вот что хочет от нас Бог. Просветление. Он хочет, чтобы мы знали, чтобы мы стремились к свету, к знаниям. И когда мы будем знать законы Вселенной и не будем нарушать, мы будем жить в мире с Богом. Потому что самый главный закон Вселенной – это разум. Не чувства, не первобытные желания – это разум. Жить по разуму, воспитывать детей по разуму, родить ребенка по разуму. Есть возможность – роди, нет возможности – не рожай, подожди. Мне сегодня одна написала: у меня нет личной жизни, счастья, ничего нету, мы с ним грыземся, ничего хорошего, еще я не могу родить, я хочу родить. Я говорю, включи свой разум. Тебе не дают ребенка, потому что этот человек не тот. Они не хотят тебя связывать с этим человеком, создавая мост между вами, ребенка. Уходи от этого человека. Если тебе ребенка не дают от этого человека, значит, тебе намекают, что у тебя совсем другая жизнь и должна быть счастливая жизнь, а не вот это. Она говорит, я хочу для себя родить. Ведь самое главное предназначение женщины в этом. Я сказала, самое главное предназначение женщины – это найти себя в этой жизни, самореализоваться, а рожать и коровы могут. Понимаете, вот такие родят и завтра ходят. Государство не помогает, муж козел, алименты не платит, люди не помогают, я же мать, я одиночка, помогите, мать, мать. Вот для себя рожденный ребенок. Потом срывается на этом ребенке, бьет, всю свою злобу вымещает и так далее. Если ты настолько тупа, что ты не понимаешь, что ты живешь не по разуму, а по непонятным каким-то животным инстинктам и чувствам, ты не будешь матерью, и счастья у тебя не будет, и ничего не будет. Потому что у тебя мозга нет. Ты говоришь, я несчастлива, у меня нет ничего хорошего в жизни, но я хочу от него родить для себя, потому что это предназначение женщины. Рожай. Рожай, если ты хочешь, но с другим человеком, который тебя любит, с которым ты счастлива, у которого нет проблем с деторождением. Неужели твой тупой мозг это не понимает, что тебе дают шанс уйти, а не связывать себя с этим чудовищем и жить дальше, и воспитывать ребенка этого чудовища, который, может быть, повторит своего отца. Понимаете, дорогие друзья, если вы глупы, неразумны, если у вас нет ума и сознания, не вините Бога во всех бедах. Не вините, Он не виноват, что у вас нету мозгов. Он не виноват, что вы несчастливы с этим человеком, а все равно хотите с ним жить и рожать от него. Непонятно зачем. Чтобы она с одной, и чтобы ребенок был только для вас и ради вас. Бог не может за вас решать. Это вы решаете. Если вы не уважаете себя, если вы не хотите счастья, никто вас не заставит. Если вы за столько лет брака не задумались, почему у вас нет детей от этого человека, которого вы уже не любите, с которым вы несчастливы, если вы не пришли к этому выводу, вы говорите, я хочу просто для себя родить, вот просто вот это же предназначение. И вы не думаете, что это предназначение можно осуществить с другим человеком, который тебя будет любить, который будет заботиться. И тогда ребенок твой не будет рожден для тебя, он будет в семье и счастлив. Если ты до этого не допетрила, не додумалась, не вини Бога, потому что ты завтра скажешь, Бог жестокий, нехороший. Вот он мне вот так вот он не дал ни ребенка, ни счастья. Он тебе давал намек, уходи. Не связывай с этим человеком свою жизнь. Не рожай от него. Не хочу, чтобы твой ребенок носил его гены. Но твои мозги не включились. Правда ведь? Так что, дорогие друзья, Бог существует. Он справедлив. В нем все чувства человеческие, потому что мы созданы по образу и подобию Его. Бог совершенно не тот, которым то есть, которого обрисовала религия. Он есть Создатель неба и земли. И никакого отношения он к религиям современным не имеет. Никакого отношения он не имеет ни к христианству, ни к исламу, ни к иудаизму, ни к другим
каким-то религиям. Просто о нем сведения были в древние времена. Эти сведения переписались в Библию, в Коран. Иногда выглядывают оттуда древние сведения о Боге, которые присвоила религия и выдают за свое. Многое-многое сказано о том самом Боге, который в Авесте считается Ахура Маздой, который у изидов считается Яздан, который у армян называется Арамаст, который у грузин называется Армазий, который у греков называется Зевс, который у римлян называется Юпитер, который у африканских племен называется Зомби или Дамбала, который у индусов называется Вишну, который у русских называется Перун, и так далее, и так далее, и так далее. Вот он, тот самый Бог, который в каждой культуре по-своему назван, который создал других богов, своих старших детей, назначил их как защитников, помощников человечества, дав им каждому из них определенную сферу человеческой деятельности, который дал жизнь людям, который правильно создал законы природы для того, чтобы природа как механизм работала сама по себе, очищая, обновляя себя, который смотрит оттуда на нас и ждет, пока мы вернемся к нему обратно и признаем его своим отцом и создателем. И тогда наша жизнь будет счастливой, потому что мы будем жить по закону Вселенной. Мы не будем гнать из своего дома тех духов, которые Он дал для защиты. Мы не будем бояться быть счастливыми, мы не будем предпочитать целовать крест мучений, а не просить живого Бога, который есть. Вот когда мы вернемся, когда мы изучим, когда мы поймем, когда мы будем стремиться к свету, к знаниям, больше знать, больше узнать, больше понять, правильно жить и подстроить под себя потусторонний мир, мы будем намного счастливее. И запомните, самая главная черта этого Бога, Он счастливый Бог. Он не Бог страданий, и страданий Он не давал человеку. Человек сам предпочитает эти страдания. Но Бог не требовал ни от кого, чтобы все закрывались до самых глаз, ходили или ползком ползали перед иконами. Бог такое не требовал и не хотел, ему это не нужно. Он хотел поклонения, он хотел, чтобы люди были счастливы, благодарили его, давали ему эту энергию счастья, усиливали Вселенную, питали этим счастьем и жили счастливо. Вот что он хотел от человека и хочет. И ему абсолютно не нужны ни ваши храмы, ни ваши мечети, ни ваши богословы, ни ваши святые книги, ни ваши придуманные лицемерные проповеди. Ему это все не надо. Все, что нужно, он внедрил в нас, и это называется совесть. Это есть голос Бога в человеке, когда человек что-то хочет плохое сделать и чувствует, что это не очень хорошо и не делает. Это есть голос Бога в человеке. Когда человек один раз этот голос в себе заглушил, второй раз его голос уже менее заметен, третий раз этого голоса уже нет. И вот тогда человек становится безбожником, то есть тот, в котором нету Бога. И от этого человека можно ждать чего угодно. Он и убьет, он все что угодно сделает, даже если он будет день и ночь в храме бить поклоны, он безбожник, в нем нету Бога. Так что, дорогие друзья, религиозным быть удобно, выгодно для общества. Но религиозность и вера совершенно разные вещи. Причем здесь Кришна, я ничего не поняла. Причем здесь Хари Кришна? Что за хрень, уважаемый Хуан? Всем удачи и всех благ.